Сегодня я протестирую китайского конкурента Apple Vision Pro, который меньше в 3 раза и дешевле в 5. Вместо скучного и простого обзора на детали, настройки, комплектацию, мы будем тестить все на практике. Для чего, собственно, их и покупают. А покупают их для работы с компьютером, с 3 большими экранами сразу, играть в игры на диване, читать книги, не нагибая голову, смотреть фильмы в самолете или даже на улице во время похода. И это не очередная хвала Рокина, потому что Рокин не спонсировал мое видео. Я купила эти очки сама, и поэтому буду максимально тестировать и показывать, стоит ли действительно Apple Vision бояться конкурента китайского. Поехали! Первое, с чем я столкнулась, это приготовьте, что, возможно, этого приложения, в котором вы будете настраивать очки, не будет в вашей стране. Я только что просканировала, и написано, что это приложение недоступно в вашей стране. Что мне делать? Как мне выходить с этой ситуации, чтобы это было в моей стране? Непонятно, сейчас буду разбираться. Но это уже такой останавливающий фактор. Слава богу, что у меня есть китайская карта, поэтому я смогла скачать это приложение. Только что списалась с продавцом, они сказали, что да, это приложение доступно пока только в Китае и будет доступно за границей через несколько месяцев. Проверяем компьютер. Подключаем к компьютеру. На компьютере нажимаем «Поделиться экраном». Рокин. Кстати, видно намного лучше, чем было видно вот в этом. Экран намного ярче. Но, к примеру, я сейчас попытаюсь что-нибудь написать. Но очень неудобно максимально. И если мы говорим за печатание, возможно, дело привычки, но мне не особо удобно просто потому, что минимальное движение экран меняется. Минимальное движение экран за тобой. Если с просмотра фильмов играть в игры там в самолете это удобно, то когда ты работаешь, тебе не хочется, чтобы экран двигался с тобой. Ты хочешь просто, чтобы он у тебя там был, там ты еще раскрыл себе пару экранов, и ты себя спокойно там просматривал, так вот поворачивался и выбирал вот так вот мышечкой, что ты хочешь выбрать. Сейчас же это просто максимально неудобно, поэтому для работы я бы сказала 3 из 10 мне вообще не было бы удобно работать. Следующее — просмотр фильмов. Будет ли удобно лежать на кровати, одев очки, просто просматривая фильмы? Включаю Коко. Сразу хочу сказать, что неудобно, что я вижу только вот перед собой. То, что внизу я не вижу, а если я опускаю голову, чтобы увидеть, экран опускается вместе со мной, и я не могу увидеть, что там внизу. Но, кстати, фильмы смотреть довольно-таки удобно. Потому что ты, когда смотришь фильмы, ты особо не двигаешь головой. И здесь есть типа экранчик, так удобненько смотреть на самом деле. Если я вот так вот лягу... О, кстати, если я вот так вот ложусь, экран переворачивается вместе со мной. Кстати, это очень удобно. Вот это удобно. То есть экран перевернулся со мной, и я сейчас лежу и смотрю также этот экран. Но, если честно, неудобно опять же, потому что нужно постоянно настраивать эти очки. То есть как бы все равно всего экрана почему-то не видно. Не, на самом деле что-то в этом есть. Прикольные фильмы просматривать, как угодно ложишься, экран под тебя подстраивается. И если учитывая то, что как бы я больше не буду наклоняться, то в принципе прикольно. Просмотр фильмов 8 из 10. 8 просто потому, что немножечко все равно не видно весь экран. Нужно настраивать. Ну, возможно, у меня просто голова маленькая. Переходим к следующему. Играем в игры. К примеру, вы захотели поиграть в игру и посмотреть, будет ли это удобно вообще играть. Я, конечно, не любитель играть в игры, но вам покажу, как это вообще происходит. К примеру, вот я выбрала Тетрис. Ну, кстати, довольно-таки удобно играть в игры. Единственное, что, постоянно смущает то, что она не на месте и немножечко размыта в некоторых местах. А так играется даже классно. И довольно-таки удобно. Сидя, лежа, классно играешь в игры себе. Конечно же, вам тут видно не совсем хорошо, да, потому что телефон не так может снять, как мои глаза это все видят. Но чтобы для понимания, ну вот, в принципе, вот так вот и играется игрушечка. В общем, в игры играть на самом деле очень удобно. Единственное, что, опять же, по краям немножечко не видно, что происходит, и мне приходится постоянно как-то шевелить этими очками. То есть, как бы, вроде бы классно, там не нужно теперь компьютером, да, там управлять, но, во-первых, очень устают глаза. У меня уже начала болеть голова из-за того, что экран, ну, прям супер близко ко мне, хоть он не совсем близко, по идее, да. Если это какая-то простая игра, где не нужно прям шевелиться, то, в принципе, очень даже удобно. Поэтому 8, наверное, даже 9 из 10 за игры. Так, следующее. Самолет. Но у меня здесь самолета нет. Представим, что мы в самолете, в принципе, места очень мало, вот так вот сиденье, вот, к примеру, в самолете, да, и будем смотреть, можно ли смотреть фильмы в самолете, удобно ли это.
Ну, кстати, я почему-то думала, что будет невозможно, потому что даже если здесь стена, это никак не ощущается на моем экране, потому что прям вот перед глазами этот экран. То есть он не где-то там далеко. Вот сюда переключаюсь, сюда экран за мной идет. В принципе, когда ты смотришь фильмы, это даже удобно. Вот то, что я вижу в своих глазах, если смотрю фильм. Кстати, смотрите, вот слева немножечко расплывчато, то же самое у меня в глазах. И вот экран, в принципе, нормально, а по бокам расплывчато. Честно говоря, я для вас снимаю видео уже больше часа, у меня ужасно разболелась голова. Это связано, скорее всего, с этими AR-очками. И когда ты в них, ну да, но, возможно, прикольненько смотреть фильмы, играть в игры, да, я поставила 8 9, классно. Но если говорится за работу, если говорится просто за там просмотр каких-нибудь фильмов, то я бы предпочитала все равно большой экран, нежели вот такие вот очечки, просто из-за того, что для глаз это максимально неудобно, и глаза начинают болеть, голова начинает болеть, и не так уж оно и прям супер технологично, как оно показывалось в рекламе, что там прям огромнейший телевизор вот так вот выскакивает, он прям такой огромный. Нет, он не огромный, он маленького размера, просто вот такой вот экранчик. Плюс оно постоянно двигается с тобой, что делает это максимально неудобным, независящим от твоих движений. Купила бы ли я такую штуку? Скорее всего, нет, просто потому что это интересно, классно смотреть фильмы, но у меня разболелись глаза и разболелась голова, что вызывает мне желание просто быстро отключиться и не использовать. Ну, а вы свои выводы сделаете, наверное, сами. Что скажете, купили бы такую штуку или нет?